Ты включил проект «Процветает». Проект, в котором я показываю, как должны выглядеть наши улицы в 21 веке при здоровом подходе к их благоустройству. В данном выпуске с помощью фотореалистичной графики мы преобразим улицы украинских городов и параллельно выясним, что делать с улицами, чтобы города выглядели действительно как в современных европейских странах. И в конце ролика у меня будет конкретное предложение по поводу одного небезызвестного объекта України. Здоровенькі були, з вами Андрій Гупса. Приємного перегляду. Итак, за основу будут взяты улицы Украины образца 2015 года, то есть период, когда к власти пришло правительство, стремящееся в Евросоюз. Многие люди, наверное, ждали, что города через несколько лет станут похожими на города Польши, Германии, Чехии. Но никакой урбанистической революции так и не произошло. Я с помощью графики сейчас покажу, как бы выглядели города Украины в 2020 году, если бы их облагораживали по европейскому принципу. Итак, город Черновцы. Главная улица 128, 2015 год. Давайте определим, на сколько процентов эта локация соответствует европейским нормам. Первый параметр – архитектура, минусы. Неприятный бетонный фасад, разношерстное остекление балконов, то есть полное отсутствие реновации здания. Второй минус – на первом этаже надписи магазинов имеют огромных размеров вывески, что портит общий вид здания. А теперь плюсы. Первый этаж принадлежит магазинам. Это позволяет не загружать улицу множеством отдельных ларьков. Второй плюс – дом вроде как стоит, не падает. Итого соответствие архитектуры этой улицы европейским нормам составляет 5% из 100. Следующий параметр – ландшафт. Минусы. Отсутствие каких-либо элементов озеленения, кроме деревьев, что делает улицу визуально пустынной и серой. Толстые бетонные столбы, обвешанные проводами, что визуально портит улицу. А еще и некая бочка здесь надета на столб. Плюсы. Наличие аккуратных деревьев, наличие брусчатки. Итого оценка ландшафта данной локации 50%. Общественный транспорт. Минусы. В качестве общественного транспорта на этой улице выступают старые модели троллейбусов, которые не предназначены для маломобильных граждан, и старые модели автобусов, которые выглядят, мягко говоря, непрезентабельно. Плюсы. Наличие остановки. Остановка оснащена сидениями и накрытием. В результате общественному транспорту даю оценку в 30%. Общий балл данной локации равняется 28%. Что же, давайте дотянем до 95%. Итак, первым делом я провел реновацию дома. В цивилизованной Европе будет очень трудно, если не невозможно, найти здание с самовольными изменениями во внешнем виде. И как вы могли заметить, дом изначально был с балконами открытого типа, поэтому я по сути вернул дому изначальный вид с легкими доработками. К пустырю на асфальте я внедрил зеленые зоны. В качестве транспорта, как я уже говорил, по данной улице были замечены обклеенные до потолка рекламной молока троллейбусы и вот такие старенькие автобусы-маршрутки. И это, наверное, самый стрёмный вариант общественного транспорта. В Европе большое развитие получили современные низкопольные автобусы и трамваи, которые и выглядят гарно, и являются доступными для всех групп пассажиров. Но когда серфил интернет в поисках решения, какой транспорт добавить на главную улицу Черновцов, я наткнулся на вот такой електробус. Моє серденько не витримало, и я добавил его в проект. Остановку я заменил на современную, прозрачную, но позже подумал, что можно было оставить и старую,
как некую историю. Только, конечно же, стоило бы почистить эти обои с огурками-то помидорами, ликвидировать эти кирпичные пристройки, которых, как мне кажется, изначально не было. То есть привести в порядок эту конструкцию. Но так как я моделирую чистое европейское благоустройство, оставил так. И вот с 28 данная улица Черновцов поднялась до 95% европейскости. Блин, какое прикольное превью получилось к этому выпуску, прям жесть. Ах да, в закрепленном комментарии найдете ссылку на доступ к видеоуроку по моей технике работы в Photoshop. А также там будут дополнительные материалы проектов. Например, записи процесса создания артов проекта «Процветает», а также эти арты в высоком разрешении. А если нужны дизайн-услуги, то пишите в мои соцсети. Черкассы. Итак, улица Надпильна, 2015 год. Не самая плохая локация для Украины, но давайте конкретизируем и дадим оценку. Архитектура. Минусы. Разношерстное остекление балконов, висящие на фасаде провода, реклама в виде огромного висящего полотна и колхозного, как по мне, содержания. Плюсы. Более-менее нормально сохранившаяся плитка. Первый этаж принадлежит магазинам. И того процент европейскости архитектуры составляет 40%. Минусы ландшафта. Заброшенная зеленая зона, которая, кроме того, что ущербно выглядит, в дождливую погоду очевидно образует грязь, а в ясную пыль. Страшный бетонный столб, облепленный проводкой. Плюсы. Наличие плавных спусков к проезжей части, ровное качественное покрытие проезжей части, аккуратные деревья. И того 50% европейскости. Общественный транспорт имеет идентичную ситуацию, как и с первой локацией, и составляет 30% европейскости. Итого данная локация имеет суммарную оценку 40%. Дотянем же до 95%. Первым делом я нанес разметку на проезжей части. Все-таки мне кажется, европейским водителям комфортнее и безопаснее вести автомобиль по размеченной дороге. Пешеходную зону я заложил тротуарной плиткой. Это в разы улучшает визуальную составляющую улицы. Также толстенные бетонные столбы пришлось заменить на нормальные. Это то, что сильно отличает европейский продвинутый город от непродвинутого. Ну и последнее по ландшафту. Зеленую зону делаем на самом деле зеленой. И ни пыли, ни грязи здесь горожане больше не увидят. Переходим к архитектуре. Так выглядит типичный дом Черкас. А вот так аналогичной конструкции дом выглядит в Варшаве. Думаю, комментарии излишни. Кто-то скажет, а что же ты сравниваешь обычный город Украины Черкассы со столицей другой страны? Ну хорошо, вот аналогичный дом Киева, столица Украины. И да, была убрана реклама, а вместо нее был нанесен рисунок, взятый из герба Черкас. Я не против рекламы, но если она оформлена нормально и выглядит презентабельно. Раз уж она такая огромная, вот пример. Ситуация с общественным транспортом здесь такая же, как и в первой локации, поэтому без комментариев. И вот мы имеем теперь процветающий европейский город Черкассы. Однако деякі глядачи спросят, где же ты дел провода? Где? Они же так нужны. А дело в том, что в цивилизованной Европе их нет. Ну ладно, они есть, но вы их не видите. Ну, то есть они спрятаны. Исключением разве что является линия электропередач для трамваев. И в редких случаях по другим причинам. В данном случае на нашей локации, даже если оставить троллейбусный транспорт и соответственно оставить провода, то это будет выглядеть так, а не вот так, что уже является многократно эстетичнее. Переходим к последнему городу этого выпуска – Запорожье. Конечно же, Запорожье имеет такие же проблемы, как и другие города Украины. Но есть одна уникальная – вечно строящиеся мосты. Ну а точнее не строящиеся. Вот здесь
и здесь, рядом со старыми. Строительство новых мостов началось в 2004 году. Это было связано с тем, что старые с ростом индустриализации перестали вывозить транспортный поток и начали образовываться пробки. Ну и как вы понимаете, проблема существует по сей день. Давайте рассмотрим конкретно этот мост. Как думаете, насколько эта локация соответствует европейским нормам? Само решение построить мосты составляет 100% европейскости, но результат строительства равняется нулю, ведь мост не построен. 100 умножить на 0 равняется 0. Это и есть оценка данной локации. Я нарыл много информации по данному недостроенному объекту. И давайте же смоделируем, как должен был выглядеть мост, если бы деньги шли не на распил, а на строительство. Сейчас, в 2020-м, строительство возобновилось, но оно возобновлялось не раз за последние 15 лет, так что рано радоваться. Однако, знаете, я бы уже не достраивал этот мост в реальности. У меня есть идея, которая, наверное, покажется слишком креативной для наших верхов. Давайте представим, что в Украине растет экономика, страна развивается, туристы готовы рваться табунами в Украину. Но надо же чем-то привлекать иностранцев, кроме Чернобыля. Так вот, моя идея заключается в том, чтобы оставить этот мост недостроенным. Как памятник тех времен, когда все было плохо, как памятник коррупции. И этот недостроенный мост вживую реально впечатляет, как огромный, нестандартный, уникальный объект. А рядом поставить новый, еще более современный и красивый мост. В итоге на этой локации получится 3 моста в ряд, отражающие каждый свои эпохи Украины. Время индустриализации, время стагнации и время процветания. И дополнительная идея для старого моста: нижний ярус можно будет превратить в пешеходно-велосипедный мост. То есть оборудовать прогулочную аллею над рекой Днепр. Железнодорожные пути можно оставить на 2-м ярусе, либо же перепротянуть на новый мост. Если вам интересна эта тема, могу сделать отдельный выпуск с визуализациями 3 мостов. Наглядно показать, как бы это могло выглядеть. Пишите в комментариях, если вам это интересно. На этом все. Жду вас в комментариях. Лайк, подписка, репост, чтобы не потерять канал. И чтобы YouTube продвигал этот ролик. Буду благодарен.